Всем здравствуйте! У нас сегодня тестовый эфир на Ютубе. Я только учусь, поэтому надеюсь, что вам будет так же комфортно, как мы проводили наши прямые эфиры в Телеграме. Здесь, мне кажется, как-то даже будет удобнее, потому что вы можете написать какие-то комментарии в чате, и я их буду видеть. Мы с вами сегодня будем рассматривать очень интересную тему. Будем говорить про такие важные вещи, как страх, как тревога. И будем также немножко говорить про денежную часть. Когда у людей есть долги, когда есть какие-то страхи и тревоги по поводу денег, потому что эта тема актуальна всегда, и в этом году немножко оно как бы будет смещаться. И мы с вами поговорим, в какую сторону. Собственно, долго я вас не буду, так скажем, мучить какими-то вступлениями, и мы с вами сразу начнем. Что хочется сказать вам про страх? Вообще мы устроены так, что если мы постоянно находимся в зоне комфорта, то это вызывает у нас полнейшее расслабление. То есть страх, тревога, как следствие, да, такого страха в каком-то смысле для нас необходим, потому что именно через понимание, что вот здесь страшно, мы начинаем как-то менять свою жизнь, мы начинаем что-то в ней, собственно, тревога как следствие, да, извините, я только учусь этой всей системе. Сейчас, секунду. Страх нас двигает к каким-то действиям. И здесь очень важно понимать, что в каком-то смысле для человека вообще нормально испытывать страх. И если человек не испытывает никаких страхов, то, вероятнее всего, у него есть какие-то проблемы. То есть первое, что хочется вообще сказать всем по поводу страха, что страх испытывают все люди. Просто вопрос, во-первых, в отношении к этому страху, а во-вторых, вопрос в том, насколько мы серьезно в него погружаемся. То есть само отношение к страху может быть как повод к действию, и с другой стороны, страх может быть как такая угнетающая сила, через которую мы как бы все больше погружаемся вот в эту часть. Когда человек испытывает страх, когда мы с вами испытываем страх, чего мы на самом деле боимся? Мы боимся, что вот это вот случится или не случится. То есть мы боимся каких-то изменений. Мы не знаем, как оно там будет, и поэтому в этом состоянии у нас внутри рождается как бы некая энергия, некое состояние и чувство, как хотите это называйте, которое мы называем сегодня страхом. При всем при этом, почему вообще мы можем испытывать любой тип страха, абсолютно неважно какой, да? Потому что то, куда мы идем, мы там еще не были. И то, что мы там будем делать, мы еще точно не знаем. Заметьте, что когда у человека появляются в жизни какие-то очень приятные моменты, или когда у человека появляются, вот они уже прям приближаются, вещи, которых мы очень ждем, и это очень волнительно, и мы точно знаем, что именно вот эта штука, именно вот это событие, оно доставит максимум удовольствия, и это то, что ты прям хотел очень сильно. Что внутри возникает? Внутри возникает волнение, да, то есть какие-то изменения, и мы их предвкушаем, что вот сейчас что-то случится, и это будет точно хорошо, и это будет точно что-то очень классное. Страх в каком-то смысле похож на волнение, только волнение в таком в хорошем смысле, да, когда мы предвкушаем что-то. Волнение — это больше про какой-то положительный, так скажем, да, аспект именно проживания и ожидания и получения нового. А страх — это больше про негативный. То есть, по сути, мы можем бояться всего, потому что мы точно не знаем никогда, что с нами будет.
И, по сути, сегодня за эфир, мне кажется, если вы возьмете вот эту тонкую мысль, которую я хочу вам передать, мы с вами закроем очень много длинных и дорогих тренингов, поэтому у вас есть возможность, так скажем, эту часть очень быстро перешагнуть. По сути, когда мы чего-то боимся, мы боимся идти в новое, потому что мы не знаем, что там происходит. Вот это ключевая вообще история со страхом. И в связи с тем, что мы всегда находимся в зоне комфорта, и мы всегда живем так, чтобы нам было привычно хорошо, мы стараемся себя обезопасить, то есть психика и наши мыслительные процессы, они работают так, что мы не концентрируемся на каких-то вещах, которые мы уже точно знаем, как работают. И это превращается у нас в обыденность. Я думаю, что я вам сейчас Америку не открываю. Но когда из этой обыденности нас куда-то вытаскивают, и мы точно не знаем, что там будет, то появляется страх. Это нормальная реакция на все новое, что происходит в жизни. Очень часто люди приходят с всевозможными запросами на изменения в жизни. Это, конечно, другая большая тема, здесь больше про готовность к этим изменениям, но страхи очень взаимосвязаны здесь, потому что когда мы хотим изменений в жизни, мы предполагаем, что что-то будет по-другому. И с одной стороны, человек понимает, что да, вот, например, вчера у меня не было семьи, я понимаю, что это мой запрос, и я очень хочу там отношений, и я очень хочу там деток, и семью, и домашний очаг, но мне туда страшно идти. И вот это вот первый шаг на пути к тому, чего ты хочешь, ну, то есть, в нашем примере это семья, то есть пойди, выйди и познакомься с кем-то, или сходи с кем-то там погуляй, да, у человека, у женщины, у девушки возникает страх. Как? А что? Я так не делала. И страх незнакомых людей, на мой взгляд, это самый, естественный, что ли, страх. Потому что все люди уникальны, все люди неповторимые, да, есть какие-то общепринятые шаблоны, но в тот же момент мы не можем точно сказать, как будет себя вести человек, насколько с ним вообще безопасно. И вот это нас всегда может как бы пугать. Поэтому очень многие люди боятся большого количества незнакомых людей, которые, например, находятся в одном каком-то пространстве. Или многие люди вообще боятся просто иметь любой контакт с незнакомцами, да. Или кто-то, например, боится подойти, спросить. Или кто-то боится звонить по телефону. И на самом деле я это, если честно, знаю не понаслышке, потому что какое-то время назад, несколько лет назад, так скажем, да, у меня тоже был такой страх, я просто боялась звонить по телефону незнакомым людям. То есть даже на банальных примерах, когда нужно было набрать номер, позвонить и спросить: здравствуйте, а можно забронировать столик? И тебе точно не откажут, тебе точно не сделают там больно, и ты точно будешь находиться в своей безопасной зоне. И это точно то, что тебе как бы доставит радость. Даже вот такие моменты вызывали во мне страхи, и это абсолютно нормально. Страх у мужчин и страх у женщин – это разные истории. Об этом тоже хочется сегодня немножко поговорить, потому что женщины и мужчины страх проживают немножко по-разному. Здесь, конечно, можно говорить и про вообще структуру, так скажем, да, энергетики мужской и энергетики женской, хотя сегодня многое, да, мигрирует, так скажем, многое меняется, и сегодня вообще очень интересное время, но страх для мужчины – это действительно очень такая вещь, которую он пытается быстро закрыть и быстро пытается ее решить. То есть вообще у мужчин, если где-то страшно, значит там точно есть зона роста. И очень многие психологи говорят о том, что если тебе страшно, иди туда. Если тебе неспокойно, и ты выходишь из своей зоны комфорта, иди туда, значит, там будет что-то новое, значит, там будет что-то другое. Да? Все мы сегодня хотим изменений, собственно. Поэтому у мужчин по-хорошему, в идеальном формате чувствую страх, и я иду туда.
Многие мужчины сегодня осознанно выключают вот это ощущение страха и ощущение, так скажем, собственной безопасности. Да? Здесь это описывается еще и через такие вещи, как заземление и вообще активация и активность в нижних чакрах, энергоцентрах, ну и вообще низ вообще в целом. Многие мужчины осознанно выключают вот эту вот чуйку на страх, и многие это делают через разные тренинги, и многие делают это неосознанно, но потом это часто приводит к тому, что вот ты не можешь определиться, тебе направо или налево, тебе прямо или назад идти, какую сферу выбрать, на какую работу устроиться, а куда идти, а что сделать. То есть и у мужчин нету вот этого вот ощущения, что ага, мне немножко страшно, значит, я это преодолею, я это сделаю, и я туда пойду. И для мужчин каждый разрешенный страх это бонус, это такая, так скажем, как кирпич, который входит в основание, да, в фундамент, и мужчина на каждом разрешенном страхе, он расширяется. Сегодня интересный эфир, потому что я очень хочу вам дать понять, что страх — это не страшно на самом деле. Страх — это та вещь, из которой мы можем понимать, что именно вот на этой дороге очень много потенциала. И об этом мы чуть-чуть попозже с вами поговорим. Сейчас хочется еще пару слов сказать про женские страхи. В целом, женщины устроены так, что если мы чувствуем страх, то мы как бы заходим обратно. По нашей природе, если мы не будем смотреть на сегодняшнее состояние общества, какие-то ценности и какие-то вещи, которые нам уже, условно говоря, привили, и нашим детям наши дети с этими качествами рождаются, так скажем, то женщины по своей природе, они мягче. То есть вот эта вот часть достигаторства, вот эта часть как бы отстройки фундамента, это больше, конечно, про мужскую энергию. И здесь очень двоякая такая вещь, потому что, с другой стороны, и у женщин есть мужская энергия. То есть мы же люди, и у нас есть и черное, и белое, у нас есть и мужское, и женское. И у мужчин есть и мужская часть, и женская часть. И именно в таком балансе, в таком соотношении, оно не 50/50, но сегодня мы в это не углубляемся, но оно, тем не менее, есть. И вообще по своей структуре, если женщина начинает постоянно разрешать свои страхи через преодоление, через проработку, то по-хорошему это прокачивается именно какая-то мужская энергия. Это не значит, что это приведет в дисбаланс. Это не значит, что когда-нибудь это будет очень плохо, и женщина превратится в мужчину. И это не значит, что кого-то там очень сильно накроет на эту тему. Это просто факт, да. И здесь, конечно, про то, что необходимо вот за какой-то женской энергией тоже следить, но все-таки мы женщины, и мы тоже испытываем какие-то страхи, и самый мягкий способ, как мы их можем разрешать, это через какую-то творческую часть. Потому что женщина — это про создание, это про созидание, это про творчество, это про творение чего-то нового. И вот если женщина чувствует страх, и она понимает, что, как бы бей или беги, да, то чаще всего именно женщина может создать какой-то новый выход, что-то новое, да, какую-то новую энергию, на которой она все равно через этот страх может как бы пройти. Понимаю, что это звучит немножко как странненько, попробую вам объяснить немножко с другой стороны. Для женщины очень важна творческая энергия. И если мы чувствуем страх, то здесь очень важно понимать, сколько вот этого вот какого-то творческого запала. То есть если мужчины закрывают этот страх действиями и говорят: все, мне точно туда, и я пошел, то женщины это делают не через какое-то достигаторство, они делают это через мягкость, через творчество, через какое-то принятие. То есть, по сути, женщине по-хорошему чего-то бояться
не нужно. Потому что она просто женщина. Потому что в любой момент, когда ты понимаешь, что перед тобой что-то страшное, ужасное и непонятное, ты можешь создать что-то другое, ты можешь создать другой мир, ты можешь создать другую дверь и обойти вот эту вот, да, страшность, так скажем, через новый путь. Создание нового маршрута, нового коридора свойственно только для женщин, но никак не для мужчин. И этим, конечно, нужно пользоваться. Это не говорит о том, что мы не будем испытывать страх. Это не говорит о том, что мы перестали бояться и стали такими прям, да, железными дровосеками. Все равно эти ощущения, они будут. Но тут про уверенность свою собственную и внутреннюю в том, что ты с любым страхом можешь справиться, ты можешь создать, во-первых, и себя, и условия для себя такие, что этот страх будет минимизирован, до самого низкого, так скажем, уровня, и ты сможешь это пройти. Это мы с вами поговорили сейчас немножко о том, вообще, что такое страх, да, и с чем его, собственно, едят. Здесь следующим пунктом я бы добавила такую вещь, что вот мужчины справляются через достигаторство, да, они идут и в огонь, и в воду, женщины идут вот в ту дорожку, да, которая через страх идет, они все-таки идут через созидание, создание чего-то нового. Но здесь два ключевых момента. Первый заключается в том, что если вам где-то страшно, значит там точно есть потенциал. Потому что изменений и личностных, и жизненных, и духовных без того, что ты как-то преодолеваешь и пересобираешь, и трансформируешь себя, их просто не будет. Такого не может быть, что мы в одном качестве проснулись, у нас вот такие условия жизни, и у нас вот такая жизнь, и через 15 лет вообще все по-другому, все идеально так, как мы хотим, но качество жизни такое, качество человека внутреннее, оно такое же. То есть вопрос в том, как мы потихонечку с каждой новой ситуацией вот эти внутренние состояние меняем. У мужчин это через достигаторство, по-хорошему. Ну, сегодня и многие мужчины к творчеству прибегают, и это нормально. А женщины как бы через огонь и медные трубы проходят. Тоже нормально, такое бывает. А женщина как бы по-хорошему через творчество это проходит. То есть первое, что хочу вам все-таки донести, и буду повторять это очень много раз, что где страшно, туда и идем. Не потому, что у нас какая-то садомазохическая, да, там, ужасная часть, которая говорит нам о том, что иди и поиздевайся над собой, а потому что где страшно, значит, там точно есть изменения, значит, там точно есть что-то новое. И здесь просто для вашего сознания, ну и для моего, для нашего всеобщего, так скажем, есть такой момент, что важно понимать, что то, откуда ты пришел, вот в это новое, ты всегда можешь вернуться. А вот туда прийти завтра, послезавтра или там через 10 лет, не факт, что ты сможешь, потому что часто нам дают не так много возможностей для каких-то изменений, потому что не часто нам предлагают такие дорожки. И проверка на готовность, на внутреннюю, ты готов это принять или нет, она как раз-таки через страх. И здесь второй момент, который хочется с вами обсудить по поводу страха, это твое внутреннее отношение к самому вот этому чувству, к самой этой энергии. То есть можно на нее смотреть со стеклянными глазами и говорить: я очень боюсь, и я вас понимаю, и все люди на Земле это испытывают, потому что страх — это и про безопасность, и про все, что хотите, это про жизнь, это про комфорт, про то, что ты вообще останешься живой. Вот такой сигнал, да? А с другой стороны, мы всегда понимаем, что как бы страх, он нам нужен. Вот поэтому мы здесь с вами смотрим на наше внутреннее состояние, как мы относимся к нему. Либо мы относимся к нему: ой, да, у меня
есть внутри страх, и мне правда страшно. И я туда пойду, я просто попробую. Как получится, так получится. Не получится, ну попробуй по-другому. Или не получится, ну что-то другое, значит, будет. Да? Но в любом случае это лучше, что я попробовал, и как бы какой-то опыт я приобрел. То есть мы здесь вообще живем для опыта, а не для того, чтобы у нас что-то было или что-то не было. Или мы стоим и боимся. Вот эта часть, что мы стоим и боимся чего угодно. Это может быть и работа, это может быть и контакт с людьми. Сегодня очень популярна тема с проявленностью. И там тоже очень много страхов вот этих вот, так скажем, находится, да, в этой теме, вообще в любой сфере, и в личных отношениях, и в детях, и все, и так далее. И мы с вами сейчас посмотрели как бы вот такую классическую схему, что стою я, есть что-то новое, я нахожусь здесь, и чтобы прийти мне в это новое, у меня появляется какой-то страх. И я вот, хорошо, если я смотрю на одну дорожку и вижу, что у меня вот через эту дверь, вот мне страшно, и я это чувствую. А теперь давайте посмотрим в реальную жизнь. В реальной жизни страхов-то очень много, потому что в реальной жизни и сфер очень много, и возможностей всегда очень много, и то, что мы хотим, и что нам нужно сделать, таких вещей тоже очень много. И получается, что больше страхов. И когда человек понимает, что вот здесь страх, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и оно же все копится. И с одной стороны, это не неиспользованный потенциал. С другой стороны, это история про то, что ты не знаешь, что сделать с этим страхом. Потому что страх — это то чувство, которое говорит, еще чуть-чуть и будет небезопасно. А на самом деле это действительно так, потому что когда мы идем в новое, не факт, что там будет безопасно, потому что мы не знаем, как там. С другой стороны, страха просто становится больше, и он копится, и ты уже понимаешь на вот этой массе огромной, что а что делать-то, собственно, с ним? Куда вообще смотреть? Зачем он нужен? Я лучше посижу здесь. И вот тут начинается история про день сурка, про то, что я уже там 10 лет или 5 лет или 3 года хочу что-то сделать, и я все откладываю, просто потому что у меня есть страх. Да? И скорее всего он не один. Ну и это про несбывшиеся какие-то мечты, это про несбывшийся и нереализованный потенциал, и вот это все накладывается на страх. То есть сам вот этот страх, так скажем, да, он не так опасен сам по себе. Опасно то, что он если его не реализовывать, если его не разрешать и не трансформировать, если с ним не подружиться и не пойти в него, то он привлекает к себе очень много сторонних каких-то вещей. И вот тут вот начинается история про тревогу. Если вообще мы испытываем с вами тревогу, то это говорит о том, что вот это вот волнение, да, шатание энергетического и внутреннего, и эмоционального в разных сферах очень много. И тревога разрешается всегда только действием в любую сторону, в какую-то новую. Если кто-то из вас был на разных тренингах по личностному росту, эзотерических, энергетических, абсолютно неважно, психологических, часто дают такое упражнение, приучают к новому, когда ты идешь и чистишь зубы не правой рукой, а левой рукой, когда ты идешь до работы не привычной дорогой, а дворами. Вот эта часть тоже очень хорошо снимает тревогу, потому что тревога появляется, во-первых, от переизбытка вот этой энергии страха, плюс волнение, плюс нереализованный потенциал, плюс это просто энергия, которая, ну, она же все равно через нас проходит, а ее просто становится очень много, и она начинает как бы внутри вот колыхаться, да, часто на уровне сердца. Очень часто мне говорят, что у меня настолько много тревоги, что вот оно все вот внутри там полыхает, колыхает. Давайте как-нибудь успокойте меня. И тревога — это про то, что где-то мы
на очень долго задержались. То есть есть какая-то вот эта вот, так скажем, зависание и энергетическое, и в смысле жизни. Если посмотреть на тревожных людей, то чаще всего это люди, которые, правда, боятся что-то менять в жизни. Это неплохо, что они любят постоянство. Это очень здорово. Но мы говорим сегодня про страх, да? И страх и боязнь чего-то нового на постоянной основе, она в первую очередь вызовет тревогу. Как вообще со всем вот этим работать? Мы поговорим еще чуть попозже. Сейчас я поняла, что нужно вам сделать небольшой отступ, да, и мы с вами посмотрели первые приближения, да, то есть как работаю вот эта схема. Я что-то новое, и мы идем в что-то новое через страх. Ну вот, в одном направлении. Как это работает в реальной жизни, когда у нас очень много разных дорожек, и мы, ну, по сути, мы же всегда развиваемся. Из каждой дорожки мы получаем вот этот кусочек страха, и никуда не идем, и ничего не происходит. И мы это собираем, да, то есть это второй момент. Третий момент, вообще, мне кажется, стоит сказать про ту часть, откуда берутся страхи. Здесь будет немножечко про воспитание детей, про детство и так далее. Я думаю, что это тоже ни для кого не секрет. Но страх мы всегда получаем из уже прожитого опыта. В том числе то, как мы проживали этот страх. Мальчикам в детстве, например, очень опасно говорить, что не бойся. Потому что это про то, что вот ты идешь по этой дорожке, и тебе страшно, и ты понимаешь, что там новое, но ты не бойся. И он говорит, а я-то чувствую, что я боюсь, значит, со мной что-то не так. И для мальчиков, так как мальчик — это будущий мужчина, это очень опасная история. Поэтому с мальчиками очень аккуратно на тему «не бойся». Лучше сказать, да, я понимаю, что ты боишься, и я тоже иногда чего-то боюсь, но это же правда. Или я с тобой, все будет хорошо, и даже несмотря на то, что ты переживаешь и тебе страшно, я тебя поддержу. То есть давать опору, да, с другой стороны. Ты можешь туда пойти, но с моей помощью за ручку. И страхи вообще берутся из любого прожитого опыта, который случился или который не случился. Это длинный и интересный разговор, потому что, с одной стороны, те вещи, которые не реализованы и нас теперь пугают, что они не реализуются. Это про ожидания какие-то. Они часто сегодня особенно, они очень тормозят вот в этом развитии. А с другой стороны, это то, что уже случалось, и вот оно действительно сегодня вызывает страх. Когда мы говорим с вами про какие-то такие психологические, так скажем, программы, алгоритмы, я это называю, да, в подсознании, когда у человека что-то случилось плохое, ну, там, например, расставание какое-то не очень у женщины с мужчиной, и теперь она думает, что все мужчины такие, и она начинает, например, избегать всех мужчин. Ну, то есть зачем она это делает? Потому что она понимает, что из ее зоны комфорта выбила вот эта ситуация. Эта ситуация, мозг очень умный, и подсознание тоже безумно умное, эта ситуация, она может случаться с представителями противоположного пола. Вывод: все представители противоположного пола потенциально опасные. И значит, мне будет постоянно страшно, потому что это нормально, что ты хочешь быть в безопасности. Но здесь нужно сказать о том, что один единственный прожитый опыт — это не показатель того, что так будет всегда. И когда ты себе это объясняешь, вот на уровне, очень много ментальных же людей, да, на уровне ментала, когда ты это себе объясняешь и встраиваешь вот эту конструкцию, что да ничего в жизни не происходит дважды. Хотя бывают, конечно, особенно у женщин, да, в отношениях, и у мужчин, кстати, тоже, что постоянно одна и та же история, один и тот же алгоритм проигрывается, но это как бы межличностные отношения, они немножко другой оттенок имеют, но все же ни одна ситуация не повторяется дважды.
То есть если когда-то мы проживали какой-то очень плохой опыт, он нам дает одну важную вещь, что вот так больше не делай, сделай по-другому. И это не о том, что ты никогда не получишь что-то. Это про то, что вот так больше не делай, или возьми вот этот опыт и его трансформируй. И да, действительно будет очень страшно идти, делать, повторять, по сути, то же самое, да, но с какими-то изменениями, потому что ты так уже делал, и ты уже знаешь потенциально, какой результат это в прошлый раз тебе принесло. Неважно, это в сфере работы, личных отношений, финансов и чего угодно, но здесь про отношение к опыту. Ничего в жизни не происходит дважды, ну никогда. Даже если вы говорите мне о том, что у меня было 5 одинаковых телефонов, да даже вот заводские телефоны, они уже не одинаковые, потому что там, ну, даже на уровне, так скажем, да, химического состава они разные, и квартир не бывает одинаковых, и людей не бывает одинаковых, и событий не бывает одинаковых никогда. То есть весь негативный опыт, который уже был, если он повторяется, и он может повториться, только если мы этого сами хотим. Поэтому очень аккуратно с опытом. Объясните себе вот эту часть, подумайте о ней действительно искренне, о ней подумайте на досуге, и ваша жизнь очень здорово изменится на предмет того, чего вы боитесь, куда вы идете, и как вы можете трансформировать этот опыт, который уже был, даже если он негативный. Самое классное, что можно приобрести в любом плохом, так скажем, событии, да, это опыт. Больше так не делай. И мы все это знаем, что дважды на одни и те же грабли наступать не стоит, еще что-то. Но как мы делаем? Мы чаще всего смотрим на ситуацию, мы понимаем, что туда нужно пойти по любой причине, и потом понимаем, что да, такой опыт уже был, и делаем то же самое. Почему мы так делаем? Потому что мы знаем, что уже мы так делали, и так нам привычно. И вот этот второй момент, да, сегодняшнего эфира, держите у себя в голове, что нам действительно комфортно, когда все привычно, постоянно, регулярно. Почему? Потому что мозг не думает о том, что происходит. А когда мы говорим про осознанность, когда мы говорим про включение в пространство и в момент здесь и сейчас, это про стопроцентное ощущение момента, в котором ты находишься, как одного единственного. Не повтор, да, того, что там когда-то было, а вот прямо сейчас. И это постоянная концентрация на чем-то новом, что сегодня изменилось вот конкретно вот в этой ситуации. Даже если это та же самая квартира, те же самые там собаки, кошки и та же самая бытовуха. Что сегодня изменилось и как я сегодня могу к этому относиться. То есть всегда пересобираем свой собственный опыт и идем в то, что нас пугает. Что хочется еще сказать? Особенно вот жестко ложатся страхи в подсознательные алгоритмы, которые потом будут проигрываться во взрослой жизни у подростков. Подростки — это маленькие взрослые или взрослые дети. И они мерцают. То есть где-то ты взрослый, хоп, и ты ребенок. Или ты ребенок, но потом хоп, и ты резко стал взрослым. И вот это вот мерцание, да, оно очень здорово спасает, скажем, психику, потому что где-то ты можешь уже осмысливать процессы как взрослый, и хорошо, где-то ты что-то не понял, и ты превращаешься в ребенка. И это нормально, мы все это проживали. Но те страхи, которые проживают наши подростки сегодня, зачастую, так как они уже взрослые, правильно? Маленькие, но взрослые же, они не делятся этим с родителями, не делятся этим с близкими, и они проживают это изнутри. И они делают те выводы, которые они могут сделать. И чаще всего это выводы, которые приводят к абсолютно тупиковым вот этим алгоритмом движения вперед. Да? То есть ты видишь, что тебя впереди ждет что-то новое, тебе страшно,
когда-то в подростковом возрасте ты сделал вывод, что вот так не надо делать, потому что там было очень больно, и все. И это тупик. И поэтому, конечно, можно просто сказать, что поговорите со своими детьми, да, или давайте будем больше разговаривать с подростками. Но, если честно, это очень сложно, потому что подростки сложно идут на контакт. Поэтому здесь помогает искусство все-таки, да. И с другой стороны, это пробуйте давать больше контакта с другими взрослыми. Это у многих тети или дяди. Это у многих какие-то друзья, это у многих крестные, или это преподаватели там танцев, музыки, гитары, самбы, чего угодно. Давайте им в этот период максимально возможный контакт именно с взрослыми, посторонними, так скажем, да, и это будет помогать проживать вот эти вот события и не делать каких-то поспешных выводов. Хорошо, мы с вами поговорили про страх, мы поговорили про тревогу. Если у вас какие-то будут вопросы, то вы их можете записать в комментариях. Я, правда, потеряла эту ссылку. Где эта ссылка с трансляцией? Вы можете их написать в комментариях, свои вопросы, и в конце я постараюсь на них ответить. Вот так. И сегодня мы еще поговорим с вами про деньги немножко. Да, я предложила вам на выбор несколько эфиров, и почему-то страх и тревога сегодня превысили все. Да, еще что хочется вам сказать. Такой момент, до того, как мы с вами вышли в часть, ну, так скажем, финансовых страхов. Страх и тревога, во-первых, да, это то, что испытываем мы все, но события, которые вызывают вот эти чувства в нас, сегодня их очень много, и часто это события, которые ты не можешь игнорировать, и как бы ты ни хотел, ты просто не можешь от этого скрыться. Здесь, опять же, помогает действительно принятие и понимание, что если мы включаемся в эти процессы, то это не путь, так скажем, да, сердечный, душевный какой-то. Мы очень много на этом теряем. И я очень верю в то, что мир станет лучше, и он таким станет. И здесь, конечно же, про включение в свою жизнь, в свою историю, не обсуждение и осуждение того, что происходит в мире, и часто это те процессы, которых мы даже никогда не видели вживую. И это менять мир и жизнь в том моменте, где мы сейчас находимся, делать максимально хорошо то, что мы можем сделать на своем месте. И не помогать бояться, тревожиться, ненавидеть и так далее людям и массам и процессам, которые где-то происходят вне зависимости от того, насколько они масштабные, маленькие, большие, или насколько они нас, собственно, как-то проходят или нет. Да, тут поступил один вопрос, и я на него чуть-чуть попозже отвечу обязательно. Сегодня еще я хочу с вами поговорить про финансы, потому что почему-то в последнее время, в 2024 году, эта тема очень сильно активизировалась у многих людей, и у людей есть долги, у людей есть страхи насчет финансов, и их очень много. И мы с вами будем на эту тему смотреть глобально, не из позиции, что у меня сегодня вот столько-то денег на счету, а из позиции глобально. То есть то, чему я очень хочу вас научить, это попробовать смотреть вообще на процессы
глобально, да, не из позиции «я» вот здесь, а вот сверху, да, как вот оно есть, ну, вот сверху, не знаю, как это объяснить. Представим себе какого-то человека, у которого есть какие-то деньги, да, и у него, например, есть долги. И в каком состоянии этот человек живет? Здесь можно устроить очень большой разбег, начиная от того, что да ему нормально, и кому-то правда нормально. Другие могут сказать, что да нет, у него постоянный страх и тревога, кстати, да, и причем эти чувства начинают душить. А почему они начинают душить, вы теперь знаете, потому что он понимает, что послезавтра ему эти деньги отдавать, а отдавать нечем, и вот эта вот воронка, она раскручивается, да, то есть алгоритмы в голове, они проигрываются, это все вырабатывает очень много, ну, такой энергии, которая никуда не выходит, она просто разрушает изнутри, и либо она влияет на ментальное спокойствие, либо оно вылазит на здоровье. Уж, простите, вот так оно устроено. И долг у людей вообще возникает, когда нам хотят сказать, что ты идешь куда-то не туда, ты что-то не так делаешь, или ты не хочешь куда-то смотреть. И часто это те вещи, которые человек сам про себя знает. И часто это те вещи, к которым по сути, ты уже готов, потому что у тебя уже вот есть вот такая финансовая ситуация в минусе, не в нуле, в минусе, на любой минус, которая говорит о том, что твой вообще потенциал и твоя жизненная энергия, которая просто, ну, один из вариантов проявления, это денежная энергия финансовая. Другие, и она не единственная, да, есть еще и много других, да, она уже в минусе. Что-то не так в тебе. Но вместо того, чтобы смотреть, что не так внутри, этот человек начинает циклиться на, ну, так скажем, на долге. И чем больше долг, тут больше. Для кого-то много это минус 10 тысяч, для кого-то реально много минус 300 миллионов. Много — это очень растяжимое понятие, да? Много для этого человека. Чем больше минус, тем больше как бы вот, ну, тебе показывают, посмотри, ты не туда идешь. Ты не тем занимаешься. И чаще всего показывают очень, ну, важные вещи, которые касаются и предназначения в очень глобальном смысле, и в какой-то, ну, в каких-то вот таких энергетических, так скажем, обменах и процессах. Но в то же время это очень большой показатель. Есть сегодня очень много людей, и многие люди всегда такие были, которые живут в кредит. И там получается такая очень интересная азартная игра. Ты сначала в минусе, а потом ты резко в плюсе, потом ты опять в минусе, потом ты в плюсе. И получается вот такие качели. Скажу честно, что это не для всех история. И если вы увидели у кого-то успешный, так скажем, кейс про то, как человек брал кредит, и потом он его там вкладывал в бизнес, а потом он опять брал кредит, а потом он его опять... И вот так вот он раскачивал сначала минус, потом плюс. Здесь хочется две вещи сказать. Во-первых, не у всех так получится, потому что насколько ты погружаешься в минус и насколько тебе этот минус будет комфортен, насколько ты с этим сможешь вообще, ну, выйти куда-то вперед, никто не знает. Никто не знает, насколько ты сможешь выйти, да, в плюс и насколько там реально зарядится энергия для того, чтобы этот минус прожить. Ну и, на мой взгляд, самая такая основная причина этого не делать заключается в том, что всегда будет плюс и минус. И плюс и минус будут всегда расти. Но чем больше плюс будет, тем больше будет минус. И к этому нужно быть просто готовым, если выбирается вот такая финансовая модель поведения, жизни и так далее. И не все это переживают, не все это в состоянии, ну, большие минусы, так скажем, да, прожить. Поэтому, если вы видите историю успешного кейса о том, что вот кто-то взял кредит, у него получилось, 350 тысяч, раз подумайте, реально ли это ваш
ну, психотип, реально ли это ваша модель финансового поведения, насколько она вам подходит. Мое отношение к кредитам, оно очень двоякое. Я считаю, что с одной стороны человек все-таки должен уметь жить на те средства и по средствам, которые к нему приходят. Причем как в маленьком количестве, так и в большом, потому что это очень важно. Особенно важно в истории, когда люди начинают свой финансовый рост, и ты привыкаешь жить на 1000 рублей, а у тебя уже 10, а ты продолжаешь жить на 1000 рублей, да, вот этот момент. То есть по средствам, то, сколько есть, на то ты и живешь, и можешь жить счастливо. Поэтому для меня это вот история об этом, что кредит — это все-таки жизнь взаймы. Особенно, когда идет речь не о кредитах на какие-то важные процессы или там ипотека, например, да, а какие-то просто потребительские кредиты, которые мы часто берем, чтобы ну, просто были деньги, там, перебиться как-то, да, вот, какие-то хотелки свои закрыть. То есть это история про то, что ну, ты понимаешь, что хочется вылить больше потенциала и прожить больше потенциала, чуть-чуть не хватает финансов, ну, чуть-чуть возьму кредит. Ну, не страшно. Ну да, не страшно. Только вот это вот чуть-чуть, которое выходит в хотелку, ее же можно направить, эту энергию можно направить в какую-то реализацию, и тогда будет расти и финансовая часть, и тогда будет расти и ну, вообще все, да, и тогда на хотелке просто будут всегда средства. Есть еще такой очень интересный, на мой взгляд, финансовый или вообще денежный закон, что денег всегда хватает. Они всегда есть, если ты находишься в каком-то честном состоянии с собой. И я знаю, что это может вызвать очень много негатива и комментариев о том, что, слушай, ну, блин, ты там сидишь что-то на диване своем в центре Москвы, там что-то рассказываешь, ну, как бы ты не знаешь, да, как вот люди могут жить. На самом деле знаю, и на самом деле у меня были периоды в жизни по молодости, когда я еще училась в консерватории и так далее, у меня были периоды в жизни, когда я очень много работала. И ну, я прям знаю, что это. И работа была такая очень физическая, да, то есть это ты на ногах постоянно, и это было с 6 утра до 10 вечера с часовым перерывом. И так продолжалось около 3-4 месяцев. И да, это был мой вот такой урок, что работать можно всегда, и деньги — это не та вещь вообще в жизни, которую ты не можешь получить. Тысяча и миллиарды тысяч возможностей, особенно сегодня, и грех ими не пользоваться. Но смотря как ты это хочешь делать. Либо ты хочешь это делать физическим трудом, и тогда, ну, как бы менять здоровье на деньги, либо ты хочешь это делать каким-то более, так скажем, духовным, душевным, да, и теплым каким-то способом, который будет тебе помимо финансовой части приносить еще и радость. И я всегда считаю, что возможность есть, я в этом просто убеждена на 100%, возможность есть всегда. И почему мы сегодня начали говорить про долги? Потому что когда у человека долг есть, особенно если он большой для самого человека, то это очень классное оправдание для того, чтобы, ну, как сказать, не идти в какие-то другие истории, не пробовать что-то новое, потому что у меня есть долг. Как мне вот дальше жить? Вот у меня есть долг. И тут интересный момент, потому что бывают такие люди, которые живут, ну, либо там в небольшом минусе всегда, да, или в каких-то вот таких вот финансовых очень нестабильных историях постоянно. Есть такая фишка, что по сути это все всегда разрешается. И разрешается вот, ну, хорошо. Просто можете даже свою жизнь отмотать, да. Да, были разные события, и финансовые, и личные, и какие угодно, но все всегда заканчивается хорошо.
Ну, как бы вот в этом как бы смысл. Поэтому, если у кого-то есть долги, и мы сегодня, ну, это жестко, да, если честно, это очень жестко, то, что я сейчас скажу, мы оправдываем какое-то бездействие тем, что у меня долги и мне плохо. Ну, тут два варианта. Либо продолжать так делать, либо пойти уже и посмотреть в ту часть, которую этими долгами пытаются показать. И по моим наблюдениям, зачастую, если человек не справляется с каким-то долгом, он имеет свойство расти. Потому что если ты ну, не видишь то, что происходит, да, и ты вот этим вот минусом финансовым закрываешь какие-то для себя возможности и действия, то это про очень тяжелые процессы в дальнейшем, может быть, потому что этот минус будет уходить и уходить. Собственно, если вкратце, то, мне кажется, про деньги очень коротко, потому что это тоже очень огромный разговор, но то, что я хотела основное, я до вас донесла сегодня. Про страхи я тоже рассказала. Тут есть один вопрос, сейчас я к нему вернусь, и если у вас есть вопросы, вы можете их написать в комментарии. Единственное, что хотела бы добавить про деньги. Мы привыкли, люди, мы привыкли к тому, что мы одаряем и наделяем некоторые предметы несуществующими функциями. Например, многие одаряют деньги какой-то властью, или они одаряют деньги какой-то самостоятельностью, или они одаряют деньги какой-то возможностью. Да? То же самое мы делаем и с предметами, то есть и с квартирами, и с телефонами. Мы очень часто ставим какие-то вещи, неважно какие, выше, чем они есть на самом деле. Как и все в этом мире, все вот, ну, вот есть все, да, и для каждого человека есть ровно столько, сколько ему необходимо для счастья. Вопрос в том, что в каждом отдельном случае к этому личному счастью нужно прийти в каком-то качестве внутреннем. И тогда разрешается и вопрос финансов, и тогда разрешается вопрос долгов. Причем долги — это тоже интересная штука, потому что через понимание и осознание вот этого внутреннего алгоритма, куда ты вообще не хочешь смотреть, если человек это быстро понимает, искренне и честно по отношению к себе, то долги очень быстро закрываются. Фантастическими путями, не знаю какими, но это так и работает. Потому что для нас, для людей, деньги и вот материальная часть, она очень показательная, потому что ну, мы можем на эту часть как-то жить, от этого зависит наша безопасность. Но мы же и присваиваем деньгам очень много несуществующих функций. И когда мы на них навесили вот эти функции, они и начинают, собственно, создавать тревоги и страхи. Хорошо, возвращаюсь к комментариям. У нас есть комментарий на тему, когда мужчины теряют страх, иногда из-за этого определить верное направление. А можете еще немножко рассказать про случай, когда мужчины теряют страх, иногда из-за этого определить верное направление. И иногда имеют трудности с тем, чтобы определить верное... Все, поняла. Да, могу рассказать еще немножко про мужской страх и как это внутри работает. Верное направление вообще любого человека по жизни как бы ведут. Если ты не понял по-простому, объяснят по-сложному. Ну, так оно устроено. И у мужчин часто чуйка на то, что вот сюда иди, там точно что-то есть, иди, она работает через страх. Когда мужчины уже находятся в чересчур сильном принятии этого страха, когда очень много зоны комфорта со всех сторон, когда очень много привычного,
или, например, если в жизни не происходит что-то новое постоянно, отношение вот к этому страху, оно как вот, оно не считывается как к страху, оно считывается как, ну вот что-то там где-то пролетело, ну и ладно, я сижу дома, и мне безопасно, мне хорошо. То есть у мужчин отбивается вот эта вот штука, которая называется делалка, достигаторство, да, и вот, ну, иди и сделай, да. И на вот этом комфорте мужчины как бы и теряют вот этот вот вектор верного направления, твоего направления. Потому что если вы посмотрите на любые свои самые глобальные какие-то изменения в жизни, когда кто-то женится, кто-то выходит замуж, кто-то куда-то поступает, переезжает или покупает квартиру, это всегда было через какое-то ощущение немножко страха. У мужчины, во всяком случае, в любом случае, да, когда частая история, когда у мужчины появляется ребенок, и вместо любви у него очень много страха, потому что я не знаю, как с этим быть, я не знаю, как его обеспечить, как ему обеспечить безопасность. И если мужчина находится в таких, как это назвать, тепличных условиях, ему тепло, хорошо и комфортно постоянно, то он теряет ощущение страха. То есть по-хорошему вот это ощущение, оно, конечно, с одной стороны тренируется, да, как я уже сказала, это именно на уровне жизни бытовой и ежедневного внедрения каких-то новых привычек и пробовать как-то по-новому. Это научит просто тому, что ты можешь куда-то пойти, где ты не знаешь, как он работает, и ты не умрешь, все будет нормально. Хотя бы вот это объяснить своему подсознанию. И второй момент — это про то, что искренне посмотреть, что у вас, какое отношение со страхами. Его нету вообще, этого страха, и это тогда очень непонятно. Или страх трансформируется в какое-то другое чувство, тогда в какое? Или он есть, но он игнорируется. Знаете, очень много людей бывает, которые из-за чувства страха они теряют вообще какую-либо чувствительность. То есть, когда ты, как сказать, ну вот, в нормальном состоянии человек испытывает полный спектр чувств, эмоций, и он может испытать. Это не говорит о том, что все испытывают и негативный, и позитивный. Но в нормальном состоянии человек понимает, что он сейчас чувствует. Это ненависть, это страх, это любовь, это восторг или что это вообще. И страх — это то состояние, не только к мужчинам относится, но и вообще ко всем людям. Страх — это то состояние, потому что оно выбивает из стабильности, от которого можно отказаться, и вместе с этим вообще отказаться от всей чувствительной части. Тогда, особенно у мужчин, вот этот процесс, я просто таких видела, я с такими работала, тогда у мужчин выбивается вообще понимание, куда идти. То есть там навигатор сломан, и все. То есть здесь вообще вопрос стоит так: посмотреть, что с чувственной частью, куда она чувствует. Если была какая-то автозамена страха, так скажем, да, то посмотреть вообще, на что заменили. Иногда мы испытываем тревогу и или сопротивление внутреннее, и это тоже как одни из проявлений страха, потому что до того, как оно дошло до огромного вот такого комка страха и боязни какой-то, перед этим, как зарождение вот этого процесса, да, оно всегда начинается с чего-то, либо с сопротивления, либо с какого-то дискомфорта, либо с какой-то вот тревоги, да, с чего-то маленького. То есть просто понаблюдать за собой, а что ты вообще чувствуешь, что ты вот испытываешь в тот момент, когда тебе предлагают какую-то новую дверь, и ты туда идешь, что вообще рождается, да, это очень важно. И посмотреть, из чего рождается страх, и почему вот этот первый импульс к чему-то новому я раздуваю до вот такого состояния страха.
А, Я уже говорила много раз о том, что, не знаю, может, кто-то из вас смотрел предыдущие эфиры, и я говорила, как у меня работало со страхами, и я действительно всего боялась, это факт. И я просто поняла, что максимум, что случится, это случится вот это. И если даже вот случится самое плохое, что поделать? Ты не можешь с этим не согласиться. Да. Но ничего ты не сделаешь. Максимум, что произойдет, произойдет вот это. И какое-то время, где-то, наверное, полгода, когда я именно с этими страхами работала, на каждую новую ситуацию, я себе говорила, что да, мне страшно сегодня позвонить в ресторан и забронировать стол, но максимум, что случится, меня пошлют. Или мне очень грубо ответят. И да, я не хочу это слышать, и там у меня есть какое-то неприятие и непринятие вот к этим процессам, но это будет максимум. И что? Хорошо, позвонил в другой ресторан. Супер, замечательно. И страх как бы вот этот уходил. Потом он постепенно вот этот вот шар страха как такового, да, лично у меня, он как бы начал растворяться, и я понимаю внутри себя, что если вот у меня есть какое-то новое направление, и я могу туда пойти, и внутри как бы начинает вот это вот все зарождаться, то на этапе вот самого зарождения, по-моему, я вам сегодня все рассказала, что делать со страхами. На этапе вот этого зарождения я уже начинаю как бы либо что-то делать, либо с собой как-то о чем-то договариваться, то есть работать со своим, так скажем, внутренним алгоритмом, подсознательным алгоритмом. И как бы ты в перспективе всегда смотришь, вот то, что сейчас рождается внутри, оно может перерасти в какой-то огромный страх. Если да, то круто, мы туда идем, потому что именно там что-то мое, именно там что-то такое, что я еще не испытывала. Именно там самые классные и масштабные изменения, и, конечно, мы туда идем. Поэтому вот у меня это работает вот так, и, возможно, кому-то из вас это тоже пригодится, и это сработает. Что ж, друзья, на сегодня мы с вами заканчиваем. Напишите, пожалуйста, в комментариях в Телеграме, как вам трансляция на YouTube, я буду очень рада. Спасибо, что были на эфире, и желаю вам хорошего дня.